Какое волшебное слово «карамель». Удивительный продукт, такой простой и такой разный. Вот о нем я сейчас и расскажу. Какой бывает карамель и как с ней работать. Слово «карамель» буквально означает «сахарный тростник». Подобный продукт в древности получали из жареных на огне тростниковых стеблей. Сейчас это сладкая тягучая субстанция от желто-оранжевого до темно-коричневого цвета. Применяется кондитерами в качестве декора, начинки, добавки в крем и как отдельный вид десерта. Карамель является также питательным продуктом, содержащим сахарозу, мальтозу и глюкозу. Исходя из вкусовых качеств, лакомство может быть ликерным, шоколадным, ягодным или фруктовым. Изготавливают и лечебные карамельки и леденцы с добавлением витаминов. По консистенции различают твердую, мягкую карамель и карамельный соус. Твердую карамель или правильнее ливную применяют для приготовления конфет и леденцов. Не обходятся без этого ингредиента и при создании грильяжа или пралине. Застывая в готовом состоянии, леденцовая карамель становится подобной стеклу. Из ливной карамели в домашних условиях нетрудно выполнить петушков и зайчиков на палочках, имея соответствующие формы. Вы можете привести в восторг гостей, покрыв карамелью кусочки фруктов или ягоды. Ливной состав идеален при изготовлении карамельного декора для украшения кондитерской продукции. А добавив в массу орехи и пропустив ее через блендер, получают пралине, уместное в рецептах тортов и кремов. В следующем видео я обязательно покажу, как сделать ореховое пралине и потрясающий сливочно-заварной крем на его основе. Подписывайтесь на канал и обязательно нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить. Готовится ливная карамель из одного компонента – сахара, который плавится так называемым сухим способом или с добавлением воды. Добавляя к сахару другие компоненты, которые препятствуют его кристаллизации, получают мягкую карамель. Из нее можно вылепить различные фигурки, не обжигая пальцы, когда состав остынет. В качестве таких добавок может выступать патока, глюкозный сироп, инвертный сахар или даже мед. Разноцветной мягкую атласную карамель делают, используя пищевые красители. Если в рецептуре присутствуют сливки, то получают карамельные ириски. Мягкая карамель – отличный вариант прослойки для торта. А если сделать ее еще более тягучей, то можно приправлять круассаны, тосты или блины. А при добавлении желатина получать изумительную карамельную глазурь для тортов или эклеров. Если вам интересно посмотреть, как приготовить такую карамель разной консистенции, то пишите в комментариях и приготовим ее вместе. Карамельный соус – янтарный продукт с насыщенным сладким карамельным вкусом. Принадлежит к группе десертных соусов. Свежеприготовленная жидкая карамель по текучести подобна сгущенному молоку, а находясь в холодильнике, приобретают консистенцию вареной сгущенки. Является отличным дополнением к десертам из мороженого, пирогам и булочкам. Пару ложечек карамельного соуса способны превратить йогурт в необыкновенное лакомство, а приправленная им овсяная каша становится блюдом одновременно вкусным и полезным. Работа с карамелью требует сноровки. Если состав затвердеет, а происходит это очень быстро, доработка уже невозможна. Обязательно соблюдайте несколько правил. Первое – осторожность. Температура образования карамели 130-175 градусов, поэтому работать нужно максимально внимательно. Желательно использовать перчатки, которые защитят ваши руки, и инструменты с длинными и не нагревающимися ручками. Второе – посуда должна иметь толстое дно. Идеально подойдет чугунная сковорода. И вообще широкая посуда с небольшими краями гораздо удобнее в работе, чем высокая и узкая. Третье. Сахар лучше брать высокого качества, белоснежный и чистый. Чем мельче будут кристаллы, тем быстрее и равномернее будет происходить процесс плавления. И последнее, нельзя помешивать сахарную массу. Это приведет к кристаллизации сахара. Масса безвозвратно пойдет комочками. Поэтому просто оставьте сотейник или сковороду на плите и не трогайте. Единственное исключение, если вам нужно будет слегка перемешать массы. Например, часть сахара схватилась в большой комок. Для этого используйте только деревянные или качественные силиконовые лопатки и только медленные мягкие движения.